Нельзя говорить такие вещи, иначе потом, да, придут за тобой. Это не наша земля, это не наша война, она нам не нужна. А вам сейчас страшно? Нет. А сколько можно молчать? Дай бог, чтобы мне брат сбежал. Доложили начальству, что его взяли, но его по-прежнему штурмуют. И его единственное, чем штурмуют, это, наверное, заваливают трупами. То есть это, по сути, такой способ самоубийства. И никто потом ничего не докажет. А сколько можно молчать? Кто еще должен погибнуть? Это интервью не совсем формат нашего канала, тем не менее мы решили вам его показать. Некоторое время назад в наш чат поддержки написала женщина из российской глубинки. Она искала без вести пропавшего на фронте брата-контрактника. Мы разговорились и встретились. Так получилась история Анны, россиянки, которая не побоялась назвать вещи своими именами. Большая просьба – досмотрите это видео до конца, прежде чем делать выводы. Оно не длинное. Как мне к вам обращаться? Аня. Мы не будем, наверное, называть город, откуда вы. Родной город. Да. Откуда брат пошел? Угу. Или будем называть? Ну, в принципе, можно точно сказать то, что он поехал в Питер подписывать контракт, потому что в этом же ничего такого нет. То есть они из же России, как я понимаю, туда собирают. То есть в Питере собираются всей России? Ну, вот он из Иваново поехал туда. Вы сами нам написали, тут скорее как бы такой взаимный интерес. Мне интересна ваша история, вам интересно рассказать историю вашего брата. У меня, понятно, я журналист. Почему вам оказалось важным рассказать историю вашего брата? Чтобы об этом узнало как можно больше людей, о той несправедливости, которая происходит, о том, что десятки, сотни, тысячи мальчишек, чьих-то мужей, братьев, сыновей пропадают бесследно на войне. И родственники даже не могут вернуть к себе тела, чтобы похоронить. Вы с братом были близки? Честно скажу, последний год-два не особо. Но до этого мы очень хорошо общались и довольно близко. Вы жили в одном городе? Ну, получается, я с 18-го года переехала в другой город. 22-й год вы обсуждали начало войны? Какие мнения у вас были? Мы были одного мнения. То, что эта война не наша, эта война никому не нужна. И наша власть допустила гигантскую ошибку. Но в 25-м году ваш брат подписывает контракт. Да. А что случилось? Он об этом так не говорил открыто, но, скорее всего, у него был какой-то личностный кризис. Он то ли с девушкой расстался, то ли что. И он сказал то, что он пошел искать себя. На войну? Да. Но мама сказала то, что он пошел искать пулю. Вот. Пытались вы его остановить? Мама с папой пытались. То есть они ему сказали, если у тебя какие-то денежные проблемы, мы тебе поможем. А я с ним так поверхностно разговаривала. Я говорю, ты решил? Он говорит, да. Я говорю, так может не надо? То есть я решил. Его все отговаривали, но он поехал. Идеологически можно сказать, что он был все-таки заряженным? Я думаю, нет. Потому что он прекрасно понимал, что наша власть из себя представляет. И начиная с 2014 года, то, что эта война не наша. У него не было какой-то вот этой идейной идеологии, как у многих, как они называются, зетники или вот... То есть это, по сути, такой способ самоубийства? Я не хочу утверждать это точно. Возможно, это и так, но все-таки его слова о том, что он хочет разобраться в себе, и вот это все поможет ему, я все-таки надеюсь в этом. А вообще в вашем окружении много людей, которые принимают такое решение? Я даже не могу ответить на этот вопрос. Но, насколько я еще знаю, у брата был друг хороший, который закончил военное училище. И он его подбивал. Подпиши контракт, получишь деньги, будешь там где-нибудь как в безопасном месте сидеть. Но его друг после военного училища, то есть, соответственно, он лейтенант. И, соответственно, наверное, он где-то и сидит в безопасном месте.
И брат на это на все повелся и решил, то, что он подпишет контракт. А в деньгах это сколько было? Я не знаю. То есть это деньги, которые он не тратил на семью, скажем так? Нет, ни родители, ни я. То есть мы у него этого не требовали, и мы без понятия, сколько ему дали. И то, что вы сейчас бьетесь за возможность узнать его судьбу, это не денежный вопрос? Нет, конечно, нет. А что произошло дальше? Он в декабре 25-го подписывает контракт? Нет, он подписал контракт в октябре. Получается, он 2 месяца был в учебке. И с декабря его уже перевели в Покровск. Вы провожали его на фронт? Нет, я была вот в том городе, в который я переехала. Его повез папа на поезд для подписания контракта. То есть ему нужно было из его города доехать до Санкт-Петербурга, и контракты подписывались в Петербурге? Да. А почему так? Я не знаю. Брат сказал то, что там больше выплаты, то ли что-то такое. Но опять же, если там даже больше выплаты, то они не намного. Это, скорее всего, дело не в этом, но в чем, я не знаю. Может быть, какой-то, как они называются, рекруты, да, которые вот собирают их, то есть обрабатывают, я не знаю. А мама не поехала, потому что она чувствовала, видать, она прекрасно понимала, что это война, что там происходит. И она физически даже не могла подняться, она просто ревела. Она даже не могла его проводить. И она, причем после этого еще недели 2-3 плакала. Где он оказывается дальше? Мы решили с вами не называть воинскую часть, да, но поговорить о направлении, потому что довольно популярное направление среди новобранцев. Куда его отправляют? Покровское направление, Покровск. В Покровск? Да. Про который весь 25-й год рассказывали, что он уже взят российскими войсками. А на самом деле? По информации от других людей, не с одного источника, Покровск постоянно обстреливается украинской стороной. Там все небо серое в дронах. То есть они даже не могут передвигаться свободно. Вот сейчас, последний год, насколько я знаю, они изменили тактику ведения войны. Они ходят по двойкам, по тройкам. А все это почему? Потому что чем больше людей, тем выше вероятность того, что тебя дрон обнаружит. Ну, а если ты ходишь, там у тебя 5 двоек, значит 5 дронов? Факты говорят сами за себя. На одного нашего бойца от 6 до 10 дронов украинских. То есть, подписав контракт, по сути, ваш брат подписал себе смертный приговор? Да. Как думаете, он отдавал себе в этом отчет? Нет. Он не понимал, куда он идет. Он этого вообще не понимал. И мне кажется, он уже в учебке понял, куда он попал, но контракт подписан, все. Единственное, что, наверное, нужно было его как-то разговорить на эту тему и просто приехать и похитить, вывести, я не знаю, то есть вот что-то такое сделать, чтобы вырвать его оттуда. Что происходит дальше? То есть это уже декабрь 25-го? Да. Вы с ним на связи? Мама. Мы с ним редко так переписывались. Я чисто спрашивала, как дела. Он отвечал общими вопросами, в принципе, как и маме. Часть, как и многие другие части, базируется под Покровском. По-российски они его почему-то называют Красноармейск. И он, с его слов, сначала был в разведке и в эвакуации в группе. То есть эвакуировал раненых и 200-х. Минуточку. Это важный момент. Сколько лет вашему брату на момент подписания контракта? 27. У него есть опыт службы в армии? Срочка. Срочка. Кем он был в срочке? Я не помню, честно. Это какие-то специальные подразделения? То есть, например, он был десантником? Нет. Или, например, он был артиллеристом? Или, например, он был моряком? Я не помню, какой род войск, но я помню то, что его часть была в Астраханской области, Капустин-Яр. Я не помню, что за род войск, я просто помню, где было расположение части. Но он не был ни десантником, ни разведчиком. Нет. И оказывается, на линии фронта он в разведке сперва и в эвакуации трупов. Да. Так, дальше. Получается, у него несколько было боевых заданий, на которые он выходил. Перед каждым боевым заданием он старался, не всегда, но он старался маме либо позвонить, либо написать. Мама ему задавала многие вопросы. То есть, кто у тебя командир,
какой у тебя батальон, какой у тебя взвод. Назови мне позывные там сослуживцев, чтобы я связалась с их родственниками, чтобы, в случае чего держать связь. На все он говорил, что это военная тайна, нам нельзя это разглашать. Вот и все. Хотя, в принципе, я знаю то, что многие солдаты говорят эту информацию своим родственникам. И вот он, получается, был в разведке, в эвакуации. И в апреле его перекинули штурмовики. И опять же я хочу сказать про это, то, что он не имел никакую провинность. Это было не за что-то, не как наказание. Это было просто. Его перевели штурмовики. Потому что, как я поняла, штурмовиков категорически не хватает. И они просто всех подряд цепляют и переводят в штурма. А почему я в этом уверена? Потому что я списывала с родственниками, тоже так же пропавших бойцов. И мне одна жена бойца сказала про то, что у него муж тоже не штурмовик. И он был вообще из другого батальона, роту всю зимой. Как такое слово подобрать? Разбомбили, не разбомбили, уничтожили. И осталось только 2. И они не знали, куда их деть. Штурма. И таких очень много. А много это сколько? Я не знаю. Вы встречаете, например, вы знаете 5 таких человек, 50, 500. Я не могу представить, сколько. Если в моем представлении это тысячи. Потому что я состою в чате нашей части. Этот чат закрытый. И то есть там присутствуют только родственники тех бойцов, которые относятся конкретно к этой части. И ежедневно я наблюдаю то, как люди в группу приходят, новые родственники бойцов. Каждый день пишутся объявления о розыске. Такой-то, такой-то, ушел тогда-то, тогда-то. Сколько участников чата этой части? Если я не ошибаюсь, около 500, 480, где-то так. И это все люди, которые кого-то ищут уже? Да, это получается конкретно наша часть и наш полк. И именно родственники пропавших без вести или мертвых? И пропавших без вести, и мертвых, и активных. То есть, и активных тоже? Да, и активных. Потому что как раз пытаешься выяснить у родственников, у которых бойцы активные, может быть, они что-то слышали о твоем бойце. Что происходит с вашим братом дальше? Его отправляют в штурм. Один или несколько? В конце апреля он позвонил маме, сказал про то, что он уходит на боевое задание. Его не будет очень-очень долго. Он прямо это сказал. Сказал, что он всех любит. И ушел. Мама, видать, чувствуя то, что что-то не то. У каждой части военной есть телефон горячей линии, на который могут позвонить родственники и узнать статус бойца. Мама даже была не в состоянии, хотя по жизни она очень активная, очень такая целеустремленная, такая пробивная женщина. Но в этом моменте она, когда звонила в часть, она даже слова не могла сказать, она плакать, рыдать начинала. Из-за этого, получается, либо я в часть звонила, либо она просила свою хорошую подругу, чтобы та, представляясь ей, звонила в часть и узнавала статус бойца. И опять же я говорюсь о том, что если у бойца изменился статус, то часть обязана сообщить про это родственникам в течение 3 дней. Но по итогу... Изменился статус. Это значит, он ранен, погиб или пропал без вести. Да. Угу. А мама с какого момента начала звонить в часть? Сразу после его звонка или спустя какое-то время, когда он не выходил на связь? Спустя, наверное, неделю. Угу. То есть, значит, что каждую неделю примерно плюс-минус он выходил на связь? Стабильно раз в 2 недели. То есть он смс-ку писал. И он 2 недели плюс-минус не выходит на связь, и мама начинает звонить в часть? Да. То есть либо мамина подруга, либо она меня иногда просила звонить в часть. 2 июня мне позвонила мама, причем я была после работы, и увидела 1000 пропущенных. И я уже поняла то, что что-то, значит, с братом не то. Я ей перезвонила, и она сказала, то, что брат с середины мая без вести пропавший. Часть
не сообщила об этом. То есть об этом узнали мы. Каким образом? Ну вот звоня на номер горячей этой линии. Хотя эта часть должна была нам сообщить. То есть вот это время, которое было, вот эти 2 недели, которое должно было уйти на какие-то дополнительные поиски, оно, по идее, было упущено. А вот эти вот градации, там есть БП, да, это без вести пропавший, есть БО, без вести отсутствующий. Да. И что еще есть? Умерший. Так. И, если я не ошибаюсь, имеет ли это официальный статус те бойцы, которые в госпиталях лежат. Ну, то есть это раненые. Раненые. И еще есть, которые в плену. Да, и еще есть Сочи, 500-е. Это по суду признается. А без вести отсутствующий тоже по суду признается. Да, а без вести пропавший, это, получается, командир издает приказ. Как получается статус без вести пропавшего? Это значит, он пошел на задание и не вернулся. А, как я поняла, как мне объяснили, причем в части, он перестал выходить на связь с командованием по рации. Просто перестал выходить на связь. Ну, вариант, что он сбежал, подразумевается? Да, есть вариант. Сбежал, то есть Сочи, плен, либо погиб, либо ранен. И, может быть, там его другая часть забрала. Такое тоже может быть. Да, ну это там один случай на миллион, на 1000, я не знаю. Я как раз в одном из тех чатов видела статистику, что на 1000 без вести пропавших примерно 10 живых оказывается. Да. То есть это такая вот внутренняя статистика тех, кто ждет и ищет. Да. А мама, когда получила по горячей линии статус без вести пропавшей, какие дальше должны быть действия семьи? Ждать, да. А если вы соглашаетесь с тем, что вот он без вести пропал, значит, его больше нет? А мы не можем не согласиться и протестовать. Мы ничего не можем. Единственное, что если у бойца есть жена, дети, им оформляется какое-то там пособие. Все. А именно информацию о том, что стало с бойцом, при каких обстоятельствах это случилось, это можно узнать только из запросов. Пишутся заявления и узнается. А дело происходило по-прежнему под Покровском? Или это уже какое-то новое направление было? Брат, получается, по боевому заданию, это было указано в извещении о том, что он без вести пропавший, пошел в поселок Гришино, который якобы, я могу ошибаться, но то ли с марта, то ли с апреля этого года находится под нашей оккупацией, я не знаю, как это назвать правильно. То есть уже доложили начальству, что его взяли, но его по-прежнему штурмуют? Да. И его единственное, чем штурмуют, это, наверное, заваливают трупами наших бойцов. Все. То есть он пропал в Гришино. Получается, мама сразу в часть через военкомат подала заявление. И единственное пока что мы успели выбить, это справку 1421. Эта справка, в ней указано обстоятельства исчезновения бойца. И там, прям цитата, о том, что он пропал под воздействием сильного огневого воздействия противника. Следующая строчка о том, что тело не обнаружено. Такая формулировка. Я звоню в часть, говорю, там вот это написано. Это говорит о чем? О том, что он погиб? Или о том, что он уполз, сбежал, живой? То есть как? Надежда есть какая-то? Мне такие, всякое возможно. То есть эта формулировка не говорит 100% о том, что боец погиб. И то есть я не понимаю саму часть. Если они знают о том, что боец погиб, почему нельзя сказать про это сразу родственникам? А это как-то связано с денежными выплатами? Я думаю, нет. Я знаю то, что в некоторых частях вот имеется такая тенденция. Но... То есть, может быть, чем раньше они признают его погибшим, тем быстрее им придется платить деньги? А они же все равно не из своего фонда платят. Им это не принципиально. А получается, они не сообщают родственникам о том, что боец погиб до тех пор, либо пока не пройдет определенное время, либо не найдут тело. И только в том случае они сообщают про это родственникам. И то есть до этого момента родственники могут жить в неведении годами. Сколько времени должно пройти? Чтобы признали умершим? Вот в нашей части раньше было около года, но вот с этой зимы они уменьшили срок, и некоторых признают от 4-5 месяцев, то есть полгода.
Гришинское направление, Гришина – это, в общем, почему-то довольно часто упоминающееся топоним, название. Вы на связи с теми родственниками, чьи близкие были вокруг или рядом, или каким-то образом пропали в тех местах? С некоторыми, да. Насколько действительно там много людей? Там только из нашей части. По крайней мере, вот тех, кого я знаю, с кем я переписывалась, вот, то есть именно... То есть те, кого можете идентифицировать? Да. Человек, 25, наверное, точно. То есть я писала всем, пытаясь узнать судьбу своего брата. Но там же не только ваша часть. Там очень много частей. Причем разных видов войск. Мотострелковые, и ВДВшники, и специальные какие-то части. Почему все эти люди молчат? Я чуть не понимаю вашего вопроса. Вы не первый человек, который нам писал, но первый человек, который согласился на разговор. Один из немногих. Почему в основном жены, сестры, дочери боятся говорить? Статья «Дискредитация власти». Это, во-первых. Во-вторых, есть такой момент, то есть, допустим, я еще не писала в прокуратуру военную жалобы на нашу часть. А я не писала почему? Потому что пока есть надежда, то, что боец живой, и если я пожалуюсь в военную прокуратуру на нашу часть, то гарантия будет 99,9%, то, что его после этого, если при этом штурме он не погиб, то он погибнет при следующем штурме. То есть они так отомстят? Да. Нельзя жаловаться, нельзя разбираться, потому что иначе это все скажется на бойце. А обнулить, я не знаю, отправить куда-то в то направление, откуда боец не вернется, никто про это даже никогда не узнает. Это во-первых. А во-вторых, есть родственники. Я стараюсь на это не реагировать, которые свято верят в то, что муж, сын, брат погиб за родину, защищая ее, и его смерть оправдана. То есть это не про деньги тоже? Нет. Это про идею? Про идею, да. И если им начать что-то говорить, они не будут ничего делать. Потому что в их понимании их боец умер как герой, защищая нашу страну от фашистов. Но это я образно говорю, вот как они себе это представляют. И да, есть контингент, который за деньги. А как в процентах примерно, сколько за идею, сколько за деньги, а сколько, как ваш брат, в поисках себя? Еще мобилизованные есть. Они тоже. Те-то как крепостные почти. Да. Может быть, примерно равное количество тех, кто по поводу денег и идейных. А все остальное это уже по принуждению. То есть мобилизованные. Либо просто вот у брата есть сослуживец, и я с ним переписываюсь периодически. Вот он поехал из СИЗО. Была драка, его забрали и сказали: вот тебе либо год, либо иди подписывай контракт. И он пошел, подписал контракт. Потому что, когда мы с ним разговаривали по поводу моего брата, он мне говорит, у него был выбор не идти. Но он выбрал идти. Он говорит, а у меня не было выбора. Либо тюрьма, либо война. Если вы себе будете объяснять, за что погиб брат, за что он погиб? Просто так, я не знаю. Это можно смириться? Нет. Как? Погиб, получается, за идею нашего дурного правительства. То есть наш президент решил, ему мало нашей одной большой страны, решил захватить чужие земли и послал туда людей. Я часто думаю, а люди могли сказать нет? Я не хочу туда идти. Не могу, не буду, убегу, сяду в тюрьму. По идее, можно. Почему не говорят? Боятся, не знают. Есть очень много фондов, которые помогают и мобилизованным, и даже уже подписавшим контракт избежать этой участи. Очень много таких фондов. И они реально помогают. Но пока кажется, что кампания по набору
новых бойцов успешнее идет, чем кампания по избежанию этой участи? Потому что на это тратится очень-очень много денег. То есть даже идешь по городу, везде висят эти плакаты о том, что приходи к нам, своих не бросаем, получишь какую-то сумму, будешь в тылу, то есть штурма не отправляем. И некоторые ведутся на это. Как вы себя вот видите в довоенную эпоху, да, и сегодня? Вы столько сегодня слов сказали, там, штурма, обнулить, там, дроны у нас появились, да, там, 500. Вот вы все это знали до 2022-го? Я только знала понятие 200. И то из-за фильма одноименного. А до этого нет. Я, когда искала брата, посмотрела видео, наверное, 200, 250 о том, как дроны на этом Покровском направлении врезаются в бойцов. И вот в каждом бойце я пыталась рассмотреть наш, не наш. И это ужасно, это ужасно. Это просто ужасно. И такого не должно быть. То есть наши мальчишки гибнут просто так. Их заведомо, по крайней мере, вот в этом Гришино, отправляют туда, и руководство знает, что они не вернутся. Они знают про это. Почему так думаете? Если до этого было отправлено первая сотня, вторая сотня, третья сотня, и они не возвращаются, то какой дальше исход? По поводу брата нам в конце июня маме написал его сослуживец. Но это мама сама ему звонила, писала, что, как. Он не отвечал. Он читал, но не отвечал. А потом, уже раз на 10-й, ответил то, что он приносит соболезнования. Ему очень тяжело про это говорить, но он погиб. Типа он видел своими глазами? Ну, как я поняла, да. Следующий вопрос ему мама задала точно. Он пишет, да, точно 200. А его напарник 300-й. Мама спросила, как? Он сказал, дрон полетел. Как правило, наших бойцов, даже когда они идут по двое, по трое на задание, сопровождают наши птички, которые снимают наших бойцов. В процентах 80-70 у нашей части даже есть видеозапись, что случилось с бойцом. И вот этого я не понимаю. То есть если они видели, если они знают, почему они не могут сказать? Чтобы даже элементарно вывести потом тело, либо то, что осталось от бойца. Потому что, как бы это грубо ни звучало, дроны врезаются по-разному. Бывает то, что от человека вообще ничего не остается. И жить вот с этой глупой надеждой о том, что тебе когда-нибудь привезут что-нибудь, чтобы можно было похоронить. Зачем? То есть они даже правду не говорят. А еще мне запомнилось видео, я же 1000 прям видео смотрела, где наши пришли, я не помню, какое это было направление, но вот в общем пришли к мирным жителям захватывать, оккупировать область. И тетка, причем в возрасте, прям не боясь, вот перед ней такая целая рота наших солдат, и она говорит, семечки в карман положите, что потом на том месте, где вы умрете, цветы выросли. Да, да. И мне вот это прям так запомнилось. Я думаю, сколько у вас силы, воли вот в этой женщине. В этом Гришино есть эвакуация частичная. Часть, конечно, говорит, что эвакуируем, все нормально, эвакуация происходит тяжело, но она есть. Но по факту там вытаскивают, я не знаю, может, одного из 100 мертвого. То есть они вот там так и лежат. И вот я как раз разговаривала с женой одного бойца. У нее боец был опытный. Он уже был 3-й год. Он понимает, как вести боевые действия, как себя вести. Вот она сказала про то, что когда он уходил на это боевое задание, они, получается, с моим братом в одном батальоне,
Он ей сказал, он говорит, я не хочу туда идти. Он говорит, я не знаю, что мне сделать, чтобы туда не идти. Они изначально знают, что это за место, и что оттуда мало кто возвращается. То есть даже они сами бойцы знают, то, что их отправляют как на убой. А что они сделают? Они, как вам сказать, сбежать? Вот честно, я в мыслях думала, дай бог, чтобы мне брат сбежал. Сдался в плен, сбежал, спрятался в кустах. Вот, без разницы. Потому что своих он этим не подставит, а его части на него без разницы. А если твои части на тебя без разницы, то извините. Насколько я знаю, они не могут не пойти даже на то задание, на котором они заведомо погибнут. Потому что есть свои же командиры, которые сделают все, чтобы ты пошел. И никто потом ничего не докажет. То есть это вопрос жизни и смерти. Если он не пойдет, то он все равно погибнет. Да, то есть если он пойдет туда, его украинские дроны атакуют. Если он останется там, то его кто-то из своих же потом либо обнулит, либо ямы, есть такое понятие. То есть в зависимости от части. Это вообще лишение человека любого и возможности на принятие решения. Или унизительно? Это очень унизительно, и это очень страшно. То есть я вот себе это вообще не представляю. Я даже об этом думать не хочу. Вот мы с мамой как-то разговаривали, и вот мама говорит, я не представляю, что он чувствовал в этот момент, если он видел то, что на него летит дрон. Он же видел его, и он же понимал то, что он погибнет. Какие мысли были в его голове, то есть, что у него было. Какие чувства. Самое, что ужасное, вот в этом Гришина тогда в плен не брали. Это сейчас. Нет, там есть единицы из Гришина, которые попали в плен. Но это чисто случайность. Они, получается, эти бойцы сами вышли к украинским бойцам и сдались, получается. Либо там при каких-то других обстоятельствах. А вот эти дроновые атаки раньше, они не подразумевали взятие в плен, сдачу в плен. То есть если ты выходишь и ты видишь дрон, это значит 100% он в тебя врежется. То есть даже если он промахнется, прилетит следующий за тобой. А сейчас, насколько я знаю, украинская сторона организовала то, что можно сдаться в плен дрону. Да, то есть в новое время. Да, то есть боец бросает автомат, поднимает руки и следует за дроном. Я правильно понимаю, что у вас, как у семьи, нет иллюзий на тему судьбы вашего брата? Голова понимает, что он погиб, а сердце, а вдруг вот это... Сердце надеется. Да, то, что а вдруг он в плену, а вдруг он где-то в госпитале. Хотя это все сказки. Чего вы хотите? Хотя бы вернуть тело. То есть если брать вот в рамках нашей семьи, то хотя бы вернуть тело, чтобы родители в первую очередь могли похоронить у себя и хотя бы приходить, как на могилу, к своему ребенку. Если брать в каких-то больших масштабах, то просто остановить эту войну, просто чтобы она закончилась. Чтобы мы забрали всех своих бойцов, живых, мертвых, и ушли с этой земли. Это не наша земля, это не наша война, она нам не нужна. Если вдруг так получится, что кто-то, кто сейчас взял в руки ручку, чтобы подписать контракт, это услышит, что бы вы сказали этому человеку или его близким? Близким, чтобы они ноги сломали. Чтобы они просто сломали этому человеку ноги. Он как раз полежит в больнице пару месяцев. Может, голову в порядок приведет, может, переосмыслит что-то. А этому человеку про то, что он будет либо 200-м, либо калекой. И калекой не в каком-то таком минимальном понимании, а безруким, безногим. Земля же вся заминирована. И когда бойцы идут, и даже если их дроны не подрывают, они же на этих минах взрываются. Там вот безногих, не знаю, 1000 человек будет готов жить вот так. И это только минимум какой-то. Как ни крути, человек, который либо убил кого-то, либо который видел смерти каждый день и не одну. У него же меняется мировосприятие. Его же потом, я не хочу сказать слово «лечить», но с ним должны потом работать
психологи, психиатры. Как это аукнется в будущем, это тоже неизвестно. А вы вот в своем городе, ну, у вас такой среднестатистический российский город, мы не будем его называть, да, еще раз повторю, но я представляю себе, что это город очень похожий по составу, по географии на многие другие российские города, скажем, в европейской части. А в городе в самом чувствуется дыхание войны? Мне кажется, сейчас даже стало намного меньше машин вот с этими наклеечками. А это я тоже обратила внимание. Прям намного меньше. В очередях на заправках больше людей с протезом вместо ноги. В военной форме. Сейчас оно как-то все минимизировалось. Единственное, что, опять же, я повторюсь, вот эти плакаты везде. Ну так это же не люди сами вешают. Да, это Государство. государство, да. О том, что они герои, о том, что они гордость России и всему тому подобное. А так, даже если с кем-то поговорить, то сейчас осталось очень мало идейных. Очень мало осталось. Но люди все еще боятся говорить об этом между собой. То есть не на своей кухне, а где-то в каком-то пространстве чуть больше, чем кухня. В курилке, на работе. Нет. Боятся? Не боятся? Нет, не то, что... Да, между собой как-то можно про это говорить. Но опять же, если человек против войны. Да, а если человек за войну по своим каким-то моральным убеждениям, то он про это будет говорить. Но вот, к примеру, мне мама запрещает с ней даже по телефону это обсуждать. Она говорит, что нельзя говорить такие вещи, иначе потом, да, придут за тобой. Когда эта война закончится? Вот если вот так вот среди обывателей поспрашивать, то все думают год, там, 2, 3. А вот если именно у военных, я спрашивала, я говорю, почему, допустим, наших мальчишек отправляют по дроны, заведомо знают, то, что они умрут. И мне все военные, вот как один, ответили, то, что это бизнес. То, что это бизнес, то, что это деньги. Я думаю, блин, вы что, жизнь человеческая бесценна. Это же кошмар. А вам сейчас страшно? Нет. Нет? Нет. Почему? Потому что, во-первых, я, наверное, доверяю вам. А во-вторых, а сколько можно молчать? Кто еще должен умереть? Скорее всего, у меня погиб брат. Родной. Кто еще должен погибнуть? Родители, я не знаю, дети. Вот. То есть, сколько можно молчать? Мы и так молчали, в 2014 году молчали, в 2022 году молчали. Когда началась война, я боялась говорить про это. Я единственное, что я помню, сделала, но опять же, я себя чувствовала такой, как сказать, я молодец. Эти были зелененькие ниточки, обозначающие то, что ты против войны. Вот я себя повесила, и я с ней ходила молча. Все. Тогда все молчали. К чему это привело? То, что сотни людей мертвы. Там ведь вся земля засыпана трупами. И я сейчас уже спокойно про это говорю. То, что единственное, что мы делаем, может, это прозвучит жестоко, саркастично, удобряем почву Украины своими мальчишками. По факту это так. Потому что помимо того, что они погибают, мы еще их не забираем.